А вы знаете, где в Баку самый роскошный ночной вид? А вы знаете, где самое инстаграмное место в Баку? Именно в этом месте вы поймете, что Баку – город тысячи огней. Именно здесь вы сможете сделать самые красивые фоточки в Баку. Сегодняшний наш ролик, друзья, будет про Нагорный парк. Нагорный парк и Приморский бульвар я отношу к топ-местам для посещения Баку. В мой топ-3 также входят Старый Баку. Ролик про Старый Баку уже загружен на моем канале. Обязательно посмотрите его. Ролик про Старый Баку получился очень позитивным и познавательным. Самая высокая точка и самый классический вид на Баку находится в Нагорном парке. Я немножко расскажу про историю Нагорного парка. Покажу красивейшие виды Баку, как ночного, так и дневного. Покажу Приморский бульвар и пообщаюсь с большим количеством людей. В основном я общаюсь с туристами, спрашиваю про их впечатления, но также не забываю про общение и с местными жителями. Ролик получился очень интересным. Много эмоций, много позитива. Я не буду грузить ваш мозг множеством ненужной информации. Я буду передавать эмоции людей и красоту Баку. В этом ролике я также отведаю вкуснейший шах-плов в красивом ресторанчике. А в конце ролика вы насладитесь приятной музыкой народной артистки Флоры Керимовой в исполнении уличной певицы Софии. Сейчас я покажу небольшую нарезку из кадров сегодняшнего ролика. Приятного просмотра, друзья! И не забывайте подписываться на канал. Salam Baku, greetings from the Philippines. Привет солнечному Баку из Москвы. Hi, hello. Hello, I'm from everyone. Philippines. Hi, My from name Bulgaria. is Kim. Salam Baku. Салам, Баку, салам. Привет, Баку. Привет, Baku. Привет из Баку. Бачыдан саламлар. Salam, Baku. Привет, Baku. Welcome to Baku. Greetings from England. Hello from Baku, greetings from India. Greetings from India. Greetings to India. Привет. Здоровья всем. Счастье. Привет, Баку! Баку, ты классный! Впервые видите местную свадьбу? Да, первый раз. Для меня это прям самая большая достопримечательность была. Все, привет, Баку. Привет, Баку. Афганистана. Как вас зовут? Меня зовут Лейла. А меня... Лейла? В Да. Азербайджане тоже много таких имен. Я азербайджанка. А, азербайджанка из Туркменистана. Истории? Я беру интервью у девушки, которая живет там, где сибирскую язву создавали. Да, у нас... Welcome to Baku. Baku, one love. We love Baku. Добро пожаловать в наш солнечный край, наш родной Азербайджан. Мы очень рады вас видеть. Ну что, ребята, вы еще не подписались на мой канал? Подписывайтесь. Всем привет! Продолжаю рассказывать о достопримечательностях Баку. Сегодня расскажу про Нагорный парк и покажу потрясающие вечерние виды. Съемка ведется в высочайшем разрешении 4К, чтобы качество было настолько хорошим, насколько возможно. Переключайте шестеренку в программе YouTube, выбирайте высочайшее качество и наслаждайтесь видами. Смотрите серию моих видеороликов Баку в 4К. Ночные съемки, вечерние, утренние. Очень много интересного заснял. Все на позитиве. Сегодня про Нагорный парк. Когда-то этот парк именовался Кировским. Тут играла музычка. Сейчас музыки нет. Стало красивее. И тут, как нигде в другом месте, ощущаешь силу ветра Баку. Сильный ветер дует. Друзья, всем, кому нужна компьютерная помощь, обращайтесь. Мой сайт 9090.rf. Очень легко запомнить. Самая популярная услуга у меня — это компьютерная помощь онлайн. Работает с любой точки мира. Обращайтесь, помогу. Недорого, быстро, профессионально в режиме онлайн.
Друзья, сейчас я расскажу вкратце про историю парка. Рассказывая о парке, буду параллельно показывать его захватывающие виды. Нагорный парк Баку – это эстетическое наслаждение, это оргазм для глаз. Перед началом повествования попрошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Это поможет популяризации ролика, и больше людей узнают про Баку и его прекрасные места. Также, кому не лень, просьба скинуть ссылку на этот ролик в тематические группы в Facebook, Instagram и в других социальных сетях. Я был бы очень признателен. Баку в моем сердце, и я всегда буду ему ролики посвящать. Нагорный парк расположен в Баку и является одной из главных достопримечательностей столицы Азербайджана. Этот парк был создан на возвышенности, откуда открывается великолепный вид на Бакинскую бухту и исторические памятники города, такие как Дворец Ширваншахов, Девичья башня. Строительство парка началось в 1935 году под руководством архитектора Льва Ильина. Изначально территория носила название «Английский парк», так как здесь находилось захоронение английских солдат, прибывших в Баку в начале 20 века. В советское время, а точнее с середины 1930-х годов до начала 1990-х годов, парк официально назывался парком имени Кирова и был популярным местом отдыха с аттракционами, кафе и театром. В 1939 году в Нагорном парке был установлен памятник Сергею Мироновичу Кирову. Этот монумент стал одной из визитных карточек города и был виден с разных концов Баку благодаря своему расположению на возвышенности. Скульптор памятника Кирову Пинхос Сапсай получил за этот памятник сталинскую премию в 1942 году. Памятник достигал около 9 метров высотой, а пьедестал был почти вдвое выше самой скульптуры. Для справки скажу, что Сергей Киров был одним из советских деятелей. С 1921 по 1926 годы возглавлял Компартию Азербайджана. После распада СССР памятник Кирову, естественно, был демонтирован, а парк был переименован в Нагорный парк. На его месте сейчас находится часть территории, где построены современные объекты, включая комплекс пламенных башен. Ранее на этом месте также была гостиница «Москва», которая была снесена перед строительством башен. Пламенные башни – это комплекс из 3 небоскребов, ставший символом современной архитектуры Баку, на английском Flame Towers. Башни своим обликом напоминают 3 языка пламени, что отсылает к гербу города и традиционному символу Азербайджана – огню. Башни имеют разную высоту – примерно 140, 160 и 190 метров. В зданиях размещены гостиница, 5-звездочный отель Fairmont Баку, жилые апартаменты, офисы, кинотеатр, рестораны, спа. Фасады покрыты LED-экранами, на которых ночью демонстрируются динамические изображения пламени, создавая эффект живого огня, видимый издалека. Строительство началось в 2007, а завершилось в 2012 году. Нагорный парк открыт круглосуточно и вход бесплатный. Добраться до него можно несколькими способами. По лестнице от Приморского бульвара или на фуникулере, который работает с 1960 года. Я поднимался своим ходом, а спускался уже на фуникулере. Цена копеечная, всего лишь 1 манат. Легче, конечно же, подняться на фуникулере, но я добрался пешком, так как он был закрыт. Расскажу вкратце про фуникулер. Фуникулер – это канатная дорога в Баку, соединяющая площадь на проспекте Нефтяников с Нагорным парком. Он был открыт 5 мая 1960 года по инициативе Алиша Лемберанского, а вагоны первоначально изготовили на Ленинградском заводе. Длина пути 455 метров, вагоны современные модели производства австрийско-швейцарской компании и вмещают по 28 человек.
Максимальная скорость движения около 3 метров в секунду, а время в пути около 4 минут. Интервал между отправлениями составляет около 10 минут. И самое главное, запомните время работы с 10:00 до 22:00, а выходной в понедельник. Пешком сюда можно добраться от станции метро Сахиль. Бакинский фуникулер – это не только удобный городской транспорт, но и популярная туристическая достопримечательность, которая соединяет центр города с одной из лучших обзорных площадок Баку. Поднимаясь в Нагорный парк, наткнулся на такую красивую машину с кофе «Маэстро кофе». Тут можно купить кофе или прохладительные напитки. С этой локации тоже уже открывается красивый вид. Ладно, друзья, я пойду посплю немножко в свою берлогу. До свидания. Осталось подняться совсем немножко и покажу ночной Баку. Ставьте лайки, друзья. Я старался. До чего же великолепен вид отсюда. Просто потрясающий ночной вид. Очень много огоньков. Я только забрался сюда, устал. Самая высокая точка в Баку. Бесплатная смотровая площадка. Все главные достопримечательности Баку отсюда видны. Колесо обозрения, Дениз Молл, торговый центр, море, все новые постройки, бухта. Все очень красиво. Жалко, вот эти пламенные башни сегодня отключены. Вот так они спят сегодня в воскресный день. Людей не так уж много, потому что сейчас прохладненько. Вечер уже, 20:42 время. Вот там кафе Манзара, ресторан Панорама. И тут вышка СТВ. Тоже подсвечивается. Все стараются снять красивые ночные виды. Тут красивая точка для фотосессий. Давайте вернемся снова к этому кадру, расскажу любопытный факт. Такие валуны называются пирвензере. На азербайджанском языке слово пир означает святое место. Камень издревле считался женским, к нему приходили бездетные женщины с просьбами о деторождении, а также для решения других женских проблем. Считалось, что камень обладает целительной силой и помогает лучше, чем современные методы лечения. Привет, солнечному Баку из Москвы. Всем хорошего настроения. Сколько дней вы уже тут находитесь? 2. Где успели погулять? Ну, мы всю набережную прошли практически. Вот здесь, в этом прекрасном месте, тоже побывали уже. И как впечатление от прогулок в февральскую погоду? У меня восхитительное впечатление. Мне очень все нравится. Людей, главное, немного, поэтому можно гулять и наслаждаться видами. Вам нравится, когда меньше людей? Да? Чтобы не мешали. Ну да, можно спокойно фотографироваться. А вы первый раз в Баку или уже бывали тут? Первый раз. Первый раз. На сколько дней приехали? На 4. 4 дня маловато, наверное, для Баку. 4 дня это в общей сложности или 4 дня в запасе гулять? Или только... Всего 4 дня. 4 дня. Да. Еще на дорогу надо потратить. Ну, у нас еще был день в запасе на дорогу. Погуляли в центре, где Черешехир, внутренний город? Да, в старом городе были. Какая азербайджанская еда вам больше всего понравилась? Пробовали местную кухню? Сегодня пробовала десерт
Кюкю? Нет, Кюрстан. Опишите, из чего состав. Нет, такая круглая лепешка, поджаренная с мороженым. А, это какой-то сладкий десерт. Да, а да, из да. еды мясного что-нибудь? Или вы на диете? Ягненка, шашлычок ела. Шашлычок. Кстати, шашлык из баранины один из вкуснейших. Я и в России много где ел. Карачаево-Черкесии вкусно. Возможно, у нас все впереди еще. Всем пока. Приезжайте. Хорошо. Всего доброго, хорошей прогулки. Счастливо, до свидания. Да, скорее всего, оттуда. Добрый вечер. Блин, это... Очень ветреная тут точка. Ну не Прям очень. дует на нас. Ну, для меня очень. Вы с какого города? Я с Астаны, Подружка, тоже подойдите, запишем вас кадр. из Туркменистана. Как вас зовут? Туркменистана. Меня зовут Лейла. А меня... Лейла? В Да. Азербайджане тоже много таких имен. Я азербайджанка. А, азербайджанка из Туркменистана. Там родились? Да. Понятно. А вы? Меня зовут Илья, я с Казахстана. Кстати, я полнее девушек в 2-3 раза, но мерзну я, а они улыбаются и говорят, не холодно, нам не холодно. Одна с Туркмении, другая с Казахстана. Первый раз в Баку? Не, я тут учусь Учитесь? Да, я сколько вы уже уже тут находитесь? полгода. Первый курс, что ли? Я магистр первый курс. И какая специальность? Журналист. Отлично. Хотели бы тут остаться или в Казахстане все-таки? Наверное, пока что я только ищу. Ну, наверное, и не Казахстан, не Азербайджан. Я еще некоторые страны съезжу, посмотрю. Скорее всего... Куда предпочтение? Ну, конечно, я хочу в Италию, если честно. Почему-то девушек всегда манит в Италию из-за итальянцев и итальянского языка, наверное. Ну, нет, у меня уже есть молодой человек, но мне нравится... Нет. А Но было бы здорово. итальянский знаете немножко? Нет, я больше знаю английский, конечно. Ну в Италию надо без итальянского. Обычно вот у меня в Москве Я знакомые были, они в Италию влюблены, но они преподаватели итальянского, знают итальянский. И Ну, я, там конечно, были. еще там не была. Я просто, это как хотелка. Лейла, а вы куда бы рванули с Туркменистана, если бы была бы такая возможность? Нет, я предпочитаю Баку, потому что я считаю, что Баку моя родина. Но вы родились, всю жизнь там жили, всю жизнь там жили. Да, Все равно считаете Баку своей родиной. Своей родиной, да. Тут вам Баку комфортно. бы я ни на что не променяла. А где вы? В Туркменистане. В каком городе? В Туркменбаши. Город Туркменбаши. А вы с какого города? Ну, вообще со Степногорска, но это возле Астаны, поэтому вам легче будет говорить Астана. А Семипалатинск это в Казахстане, да? Испытания конечно. там ядерные. Да, проводят. ядерные. Полигон. Полигон, Но он да. уже, конечно, не работает, но последствия ядерных испытаний там до сих пор. А Степногорск это тоже закрытый город, там сибирскую язву раньше делали. Охренеть, Там страшно. очень много историй. Я беру интервью у девушки, которая живет там, где сибирскую язву создавали. Да, у нас еще радиация Рискуя. забыта. А Лейла сколько тут находится по времени? Я полгода. Вы обе полгода, я смотрю, да? Сентября. Сентября мы тут. В общем, ты бы поменяла бы на Италию, а ты бы Я его не на Италию. не меняла бы ни на что. Вот так. Давайте еще один вопрос. Начну с Лейлы. Топ-3 азербайджанских блюда. Самые вкусные для вас. Плов. Почему-то все на первом месте плов и долму говорят. Плов, да, шах-плов. Потом? Потом долма, по традиции. Да. Потом, что еще необычно? И долга, наверное. Довга. Из необычного что ели такое самое необычное? Блин, не знаю даже. А Не вы? могу ничего сказать. То вы, то ты. Моя щекер-бура. Шекербрак красивая, да? Такие на узорчики. Да, ну нет, мне просто нравится вкус. Это сладкое, да. Ляванги. Лявянги многие любят, кстати. Долму. Талышская еда, да? Талыш. Еще, да? Народность такая в Ленкоране, талыша. Вот. Долму я не люблю. Что бы я еще третьего выбрала? Дунер. Тантуни ели? Тантуни? Это который это что? Нет, такое мясо, как бы такое, как шашлычное на мангале мясо. Нет, я еще ела мясо с этим гранатом. Так понял, да. На Новый год особенно такую Тоже делали. вкусная вещь. Но бешбармаки не про меня ни на что. Простите, но Бешбармак. канина, она вот тут. Канина. Вы пробовали канину? Я канину пробовал. Как вам? Так, нормально, не умер. Это очень вкусно. Это Мы больше к деликатес. баранине привыкли в Ну, Азербайджане. да, тут так как Но баранину я больше всех люблю, из всех Да? мяс, видов мяса. Ну, кора ягненка мне нравится. Я не знаю, можно считать это национальным блюдом Баранинка, Азербайджана? да? Тоже баранина. Ну, шашлык весь. Можно? Можно? Шашлык. Ну, шашлык все любят и в России. Кебаб мне не нравится. Мне нравится Кебаб. Здесь кора кебаб ягненка. говорят. Ну, ладно.
Донер. Что бы поменяли в Баку? Что больше всего раздражает? Ну, Честно. блин, не знаю. Вождение, ветер, Вот что там? ветер, наверное. Калорийная пища, может быть, полнее Ну, идти. ветер у меня похуже в В Казахстане. Казахстане похуже, да? Ну, это вообще мне Но в Москве тепло. такого ветра нет. У В меня Ставрополе и в 26. Новороссийске. Вождение? Ну, блин, в этом есть изюминка Баку какая-то. Я бы не хотела ее менять, потому что прикольно, что люди переходят без светофора, что таксисты такие бах-бах. А, кстати, я в Ставрополь был, там мне тоже вообще не уступают. Я вот хочу перестроиться, Ага. никто мне дорогу не уступает. Да, Ставрополь, российский город, казалось бы. А в Туркмении все-таки более закрытая страна, чем Казахстан. Да, закрытая. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Ладно, давайте какие-то пожелания местному населению. Все, привет, Баку. Привет, Баку. Что желаем подписчикам, жителям города? Да, ну, как всем, мирного неба над головой и побольше здоровья, наверное, самое важное. Да, здоровья, счастья и успеха. Все, девушки, спасибо, что пообщались, поболтали. Спасибо. Хорошей вам прогулки. Спасибо. Ладно. Желаю не заболеть, чтобы подгуляли от души. Хорошо, спасибо. Все, Потом всего посмотрим. хорошего. До свидания. Подпишемся. Честно говоря, даже руки замерзли все. Ради вас стараюсь, мои подписчики. Правило 4П не забываем. Подпишись, поставь лайк, пиши комментарии, поделись ссылкой в соцсетях. Таким образом, YouTube будет продвигать этот ролик. Большинство людей увидят этот ролик и больше будут знать про Азербайджан. Соответственно, больше туристов будет, экономика будет развиваться, парни будут знакомиться с девушками других стран, девушки с парнями других стран, романтишен и все такое, и много-много плюсов. Правило 4П. Это я правило недавно придумал, в шуточной форме, конечно, но мне было бы приятно. Всем добра. Привет, Баку. Салам, Баку. Yaşasın Azerbaycan. Немного расскажу про архитектуру и достопримечательности парка. Парк включает Зеленый театр, Дворец Гюлистан, мечеть Шехидов. Зеленый театр, построенный в 1960-х годах, продолжает принимать театральные постановки. Театр вмещает до 2500 зрителей и служит местом проведения крупных культурно-массовых мероприятий. С 1993 года перестал функционировать этот театр, но в 2005 году был проведен капитальный ремонт, и в 2007 году был создан бакинский концертный комплекс «Зеленый театр». Сегодня это популярное место отдыха, культурных событий в Баку. Улица 50-летия ООН, БМТ. Такие необычные виды тут. Три языка пламени. Пламенные башни. Красиво. И в бакинском стиле постройки. Работа фуникулера. Salam, Baku. Привет, Baku. Welcome to Baku. Greetings from England. Обожаю смотреть на прекрасные веселые пары. Я их потом скину эти фотки им и видео. Красивая пара с Англии. Муж и жена. И вид красивый отсюда. Флаг Азербайджана поближе покажу. В третий раз поднимаюсь по этим ступенькам. Обратно хочу уже спуститься на фуникулере. Тут кофе продают, а внизу, на этой стороне, попкорн и жареные каштаны.
Днем лучше тем, что здесь людей больше. Смотришь на счастливые лица людей. Красивых девушек побольше. Класс. Парни, что вам больше понравилось? Красивые виды Баку или красивые девушки? Вот телевышка СТВ. Кстати, вблизи вышки есть ресторан. Башня называется. Гюлле. По-моему, так. Если получится, туда тоже поднимусь и поснимаю панорамный вид. Welcome to Baku. Baku, one love. Всем привет! Я сейчас нахожусь в окружении красивых девушек Индии. Hello from Baku, greetings from India. Hello from Baku. Greetings from India. Hello from Baku. Greetings to India. It's our first day in Baku. We'll be staying here for 2 days. Which places did you visit it already? Okay, Uh-huh. we have visited the fire temple and then what? Fire temple, the fire mountain. Then we were supposed to go to Mud Island, Mud Palace, the mud volcano. Грязевые вулканы, храм огнепоклонников они посетили. And what's your feelings? It's nice. It's beautiful. Baku is very beautiful. And the weather is very It's like which city? For comparison, which city is like Baku? Which city? It's kind of Какой город similar to похож на Баку? Tbilisi, Georgia. Yeah, Tbilisi, Georgia. Okay. Говорят, что Баку похож на Тбилиси в Грузии чем-то. У них такие ассоциации. Welcome to Baku. Все, скажем пока прекрасным индийским девчонкам. Сейчас они с гидом пойдут гулять дальше по Баку. Посетили храм огнепоклонников, но всего 2 дня у них выделено, это очень мало для Баку. Как классно, красиво. Баку красивый город. Вот такая поза для фотосессии. Я понял, что они хотят делать. Типа дотронуться до башни. Мне очень нравятся люди в этой точке. Они все счастливые, довольные. Все на дофаминовой игле. Все на позитиве, в том числе и я. Тут невольно улыбаешься, радуешься. Свежий воздух, холодноватый. Ну, по кайфу. Стараются.
Здесь на азербайджанском написано «Шехитлер Хиябаны». Там здание Милли Меджлиса. Парламент Азербайджана. Тут такие витражи красивые. Давайте покажу тоже поближе. Очень красиво отсюда видно. Флаг, вечный огонь. В 2007 году было сооружено все это. Ну, пойдем посмотрим мечеть, фуникулер, памятник Ази Асланову. Вот она, аллея шахидов, другая ее часть. И там вечный огонь на той стороне вижу. Получается, с двух сторон вечный огонь. И тут такая постройка. Ротонда выглядит внушительно и создана в национальном стиле. Там можно вообще подняться ближе к башне АСТВ. Люди греются тут, я смотрю. Как, кстати, по пламени можно понять силу ветра. Смотрите, какой купол. Такой тип купола часто встречается в культовых, мемориальных или знаковых архитектурных объектах. А сейчас немножко отвлечемся от мемориального комплекса и пообщаемся с туристами из Беларуси. С Минска красивая пара. Сколько лет вы вместе уже? 20. Вам надо памятник поставить. Давайте я с разных ракурсов. Тут классный ракурс. Давайте я шапку сниму. Да. Прекрасная пара из Минска с пожеланиями местным жителям. Привет! Здоровья всем. Счастье. И желаем, конечно, чтобы у вас у всех тоже была такая крепкая семья, как у них. 20 лет вместе, молодцы. Чтобы прожили, как говорится, в сказках. Как в сказках. Да. Как говорится в сказках. Еще с 20. Как? Как по маслу. Как по маслу? Да, пусть будет как по маслу. Привет, Баку, из Минска. Минск тоже прекрасный город, но холоднее, да? Так же. Так же? Сейчас теплее. Теплее. Ну все, спасибо. Спасибо вам. Удачи. Хорошей вам прогулки. На сколько вы дней тут? На 6. Ну, полностью хватит вам. Молодцы. Счастливо. Красота. Тут памятник Ази Асланову. Дважды Герой Советского Союза. Такая вот тут ухоженная территория. Много скамеек длинных, чтобы люди прям сели и кайфовали. Высокая точка, соответственно, должен быть воздух чище. И, как всегда, котята, они везде. Куда ни глянешь, везде котята. Тут аллея шахидов и мечеть в честь шахидов называется Шехитлер Месчиды на азербайджанском. Мечеть шахидов. Красивая мечеть. Мечеть Шехитлер, мечеть шахидов в Нагорном парке. Это красивая суннитская мечеть, построена в начале 90-х годов при содействии властей Турции. Она расположена на территории аллеи шахидов или шахидов, мемориального комплекса, посвященного жертвам Черного января и азербайджанцам, погибшим в Карабахской войне.
Архитектурный стиль мечети близок к традиционным турецким мечетям. На фасаде написан 154-й аят из суры. Мечеть служит официальной резиденцией религиозных атташе посольств Турции и Азербайджана. Башня. Вот тут надписи. Давайте посмотрим. Мечеть шахидов. В 96 году начались первые молитвы, тут запустили мечеть. Тут такая беседка. Краники для омовения, получается, перед молитвой, как я понимаю, омовение, процедура омовения. И вот мечеть. А вот прям рядом эти башни Flame Towers. Не без подсветки, скучно выглядят. Но тоже симпатично. А сейчас я вам покажу памятник герою Азиасланову. Дважды награждался он звездой. Первую звезду получил он еще при жизни в 1944 году, а вторую уже в 1990 посмертно. Наверху памятника мы можем увидеть звезду. Она двусторонняя. Конечно. Давайте покажем фуникулер с ночной подсветочкой в 4К качестве. Тут такая плита, написано дважды Герой Советского Союза, генерал Ази Асланов. Народ гордится своими героями, так скажем. Это все подвиги, период подвигов. Фуникулер красивый. Чем-то напоминает мне один из объектов в Грузии, в Тбилиси. Вот до этой точки вы подниметесь, если будете сюда добираться на фуникулере. Тут тоже звезда пятиконечная, советская. Основание памятника напоминает танк, потому что Ази Асланов был предводителем танкового батальона. Сейчас тут спуски прямиком в море. Прямиком в море нас выбросят, будем плавать. Bye. Bye. Have a nice day. Have a nice trip. Thank you. Hello to all one Buckingham peoples. There's a nice great place and nice the weather. Ну вот и наконец нагулялся со своим другом, который сейчас нас снимает.
Спустились по фуникулеру вниз и заодно пообщались с милой девушкой. Зовут ее Светлана. Светлана. Откуда вы? Я из Сибири. Город не буду спрашивать. Сибирь, понятно. Бррр, холодно. Приехала погреться. Сколько градусов у вас было, когда вы сюда приезжали? Когда я улетала, было минус 20, но сейчас уже вроде минус 5. А ветрено или просто мороз? Ветрено. Сколько дней вы в Баку находитесь? Неделю. Погуляли только в Баку или в окрестностях тоже? В эту поездку решила только ограничиться Баку. Летом обязательно вернусь. Какие ваши впечатления про Баку от чистого сердца? Гостеприимный, чистый, солнечный город. Топ-3 ваших блюда, самое вкусное, что вы ели, если помните название. Нет, название, наверное, не скажу. Описание. Столько всего ела. Какие места посетили? Музеи, может быть? Мы по гостям поездили, на свадьбу сходила на местную. Азербайджанскую свадьбу. Записали видосики, да? Да. Впервые видите местную свадьбу? Да, первый раз. Для меня это прям самая большая достопримечательность была. Один минус Баку назовите хотя бы. Ветрено. Ветреный город. Баку переводится как город ветров. Да. Ветрено. Это же море, поэтому ему простительно. Ну и все, под конец какие-нибудь пожелания местным жителям. Процветание и дальше Баку. Пусть растет, развивается. Будем приезжать в гости. Привет, Баку! Баку, ты классный! Спустились мы на фуникулере вниз. В центре кадра видна современная архитектура Баку, знаменитые башни Flame Towers. На переднем плане фонтан с оригинальной скульптурой и небольшой пруд. Внизу вы можете видеть здание с куполом, украшенное яркой подсветкой. Это вход в бакинский фуникулер. Ночной Баку особенно красив. Сейчас прогуливаемся мимо знаменитого музея ковра. Внешне он тоже похож на свернутый рулон ковра. Что ж, давайте прогуляемся по еще одной достопримечательности Баку, по знаменитому Приморскому бульвару. Немножко расскажу про это место. Кусочек Венеции в пламенном Баку. Hello from Dubai. I love Dubai. Moscow. Okay, thank you. Признались друг другу в любви с жителями Дубая. Про Приморский бульвар у меня будет отдельный ролик на канале. Сейчас мы гуляем недалеко от Малой Венеции. Это тематический прогулочный парк, расположенный на территории Бакинского бульвара. Создан он по мотивам знаменитых венецианских каналов и архитектуры. Парк представляет собой систему искусственных водных каналов общей протяженностью 1350 метров. Тут не глубоко, глубина около 1,3 метра. По ним плавают гондолы и прогулочные лодки. На территории парка, естественно, есть уютные кафешки, ресторанчики. Парк пользуется популярностью у туристов. Идея создания парка возникла в 50-х годах после поездки председателя Бакинского горисполкома, мэра, то есть Алиша Лембранского в Италию. Он был вдохновлен красотой Венеции и решил создать подобное место в Баку. В 1960 году его открыли. Это единственная достопримечательность в СССР такого рода на городской набережной. В советское время парк назвали Бакинской Венецией, и он был любимым местом отдыха горожан с прогулочными лодками и аттракционами. В 2011 году началась, а в 2012 закончилась реконструкция. И сейчас он выглядит вот так красиво и современно. Ближайшая станция метро — это Ичери-Шехер.
Мой топ туристов — это туристы из России, Пакистан, Индия и арабы. Саудовская Аравия. Я сейчас под ноги смотрю. Саудовская Аравия и Эмираты. Вот мой топ, с кем я общался. Кстати, из Минска тоже туристов видел, общался. Привет из Баку. Пачадан саламлар. Мы всегда рады видеть вас в Баку. Приезжайте в Баку в любой сезон. Я гуляю тут в феврале, в этом месяце. И очень спокойно тут. Так солнце светит. И круто очень. Пача, хош келіпсіңіз. Девушки поют. Anasısan Azerbaycan. Salam Baku. Решил взять небольшое интервью у местных жителей. У кого бы я интервью не брал, все очень любят свой Баку. Добро пожаловать в наш солнечный край, в наш родной Азербайджан. Мы очень рады вас видеть. Очень рады, и мы очень гостеприимный народ. И готовы видеть здесь, и рады видеть здесь всех, каждого. Мы продолжаем оставаться интернациональным. Любим всех. Приезжайте в Баку. Баку наш красивеет и красивеет с каждым днем. Рады всех. Bakıya xoş gəlmisiniz. Həmişə sizi Bakıda görməyə çox şad olarıq. Приезжайте к нам в гости. Я встретил на своем пути непростого человека. Это лауреат международных конкурсов, пианистка известная. Давайте покажу вам канал. Кому интересно, смотрите. Кстати, я желаю вашему каналу успехов и процветания. Спасибо большое. Вам тоже всех вам успехов, спасибо. здоровья и счастья. Teşekkürler. Сошли с другом в ресторанчик, классный ресторанчик на Торговый. Хокка-мокка называется. Ну что, ребята, вы еще не подписались на мой канал? Подписывайтесь. Когда-то в Азербайджане вот такие кепки были в моде. Тут и на улице можно сидеть. Вот такие самоварчики классные.
Принесли наш чай. 10 манатов стоит. Принесли нам к чаю Чай, да. набат. Да. Может отпускать и оставь сюда. Макаешь вот так в чай. Растает. Иранское. Но Это дает аромат. не очень сладкое, но просто ароматизированное. Особый аромат дает. Ну вот нам и принесли долгожданный шахплов. Шахплов – это одно из самых знаменитых и торжественных блюд азербайджанской кухни, которые традиционно готовят на праздники и для самых почетных гостей. Название «шах», что означает «король», подчеркивает высокий статус этого плова, который считается королевским, главенствует над другими блюдами праздничного стола. Главная особенность шахплова – способ приготовления. Рис и другие ингредиенты заворачивают в тонкий лаваш, который запекается, образуя со всех сторон хрустящую золотистую корочку. В состав плова входят рассыпчатый рис, мясо, сухофрукты, курага, изюм и чернослив, орехи и специи, в том числе шафран, придающий блюду яркий цвет и аромат. Сам шахплов – именно азербайджанское изобретение и гордость национальной кухни. Ну что ж, друзья, давайте дадим оценку заведению и этому плову. Заведение красивое, все в таком восточном стиле, восточный колорит, но плов не самый вкусный. Дам ему 5-6 баллов из 10. Больше риса, чем гарнира. Там должен быть каштан, изюм и разные ингредиенты. Их должно быть побольше. В нашем же плове больше было риса. Кинул я ролик, снятый на телефон, и все говорят, как аппетитно хрустит, все хотят кушать только от одного хруста. Боже, как он аппетитно хрустит. Это кусочек хлебушка, да, вот это вот в корочке. Блин, я есть хочу, не могу. Вот зачем ты душу травишь? И вот еще одно мнение. Что это, Калис? Я от одного звука есть захотел. Подача аппетитная, плов очень вкусный. Ну что ж, друзья, пошел я бродить, гулять по Баку и искать новый интересный контент. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч в новых роликах. Сейчас будет петь София. Пармели. Флора Керимова «Пармели». Давно эта песня написана. Но до сих пор ее любят. Bir dolusu geldi tapar beni. Yeryüzünde biri varsa gelip tapu kapar beni. Bir nefere bir de dolsa gelip
tapar beni. Yeryüzünde bir varsın, gel babu kapar beni. Ağrısın içimdeki istidamda bir bak gereksin, sevgin çalar bak beni. Bir şu sanmıyor, şu olmuyor, zamanlarında yâlım, ömür buldu beni. Bir şu sanmıyor, şu olmuyor, zamanlarında yâlım, ömür buldu beni. Sözün sevdim savaşım, bitme girdim bu savaşa. Kanarım yerden bu savaşa, öz yapılan beni. Telanlarım eğer yokuma tekmeden beni öz içimden bir gel tapar beni. Tapar beni. Sevdiler tapar beni. Спасибо. Вам спасибо.